Всем кинолюбителям привет, с вами канал Киноиндустрия, а значит что, в эфире очередной шикарнейший топ. В этом выпуске я собрал для вас самые интересные новые фильмы, которые уже можно посмотреть в хорошем качестве. Не забудьте поставить лайк, а также обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе последних новинок мира кино. Погнали! Одной из самых любопытных картин в сегодняшнем топе, несомненно, является колоритный боевик «Кейт». Главная героиня с самого детства работает наемной убийцей. И вот однажды на очередном задании выясняется, что цель надо уничтожить на глазах у ребенка, после чего девушка задумалась об уходе из профессии. Осталось выполнить последний заказ, который она проваливает и попадает в больницу. А там выясняется, что ее отравили полонием и жить ей осталось примерно сутки. За это время Кейт собирается найти отравителей и отомстить. Кто ты? Я Кейт. Они меня выследят. Кто? Они все. Далее, одна из самых любопытных картин всего 2021 года, долгожданная фантастическая комедия «Главный герой». В центре сюжета рядовой сотрудник крупного банка, у которого все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что весь окружающий его мир – это часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный NPC-персонаж. Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти свой мир от уничтожения? Одним словом, получится ли из него главный герой? Через 24 часа тот, кому принадлежит этот мир, собирается его уничтожить. Что если мы спасем его? Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Кстати, друзья, не только персонаж Райана Рейнольдса может прочувствовать на себе все прелести игрового мира, вы тоже можете, например, сыграв в новую ролевую игру Call of Antia. По сути, это все та же культовая, любимая многими классическая головоломка 3 в ряд, но куда более увлекательная. Ее действие происходит в фэнтезийном мире, где вам предстоит с помощью своего ума и смекалки бороться с надвигающейся тьмой. Call of Antia — это уже не просто головоломка, где нужно банально двигать камушки, это целая фэнтези-вселенная. Здесь вы можете построить свое уникальное графство и развивать его, путешествовать по неповторимому миру Антии, собирать себе легендарных героев и прокачивать их. На своем пути вы повстречаете всевозможную нечисть, поучаствуете в увлекательных квестах, есть разные боевые режимы, бои 1 на 1, мировые боссы, сражения за славу вместе со своими союзниками в войне альянсов, вступив в один из которых вы сможете играть с миллионами игроков со всего мира. Механика же самой игры тоже не осталась простой, все поделено на стихии со своими сильными и слабыми сторонами, комбо-атаки, уникальные способности и так далее. Прислушайся, Антия зовет тебя. Разомни немного свой мозг, а заодно поучаствуй в грандиозной битве против темной силы. Переходи по моей ссылке в описании, где по промокоду ANTIACALLS тебя ждет множество бонусов. Плюс этим ты окажешь огромную поддержку моему каналу. Удачи! Загадочный, местами жуткий, мистический триллер от Найта Шьямалана «Время». В центре сюжета оказывается супружеская пара с детьми, которые отправляются в долгожданный отпуск. После заселения менеджер отеля предлагает им посетить уникальное место, особенный уединенный пляж, о котором мало кто знает. Вместе еще с несколькими семьями они располагаются на побережье, где через некоторое время начинают происходить странные вещи. Время на этом пляже течет намного быстрее, в результате чего главным героям придется побороться за свои жизни. О нет, мы здесь не случайно. Простая, легкая комедия на вечерок «Друзья по отпуску» рассказывает о Маркусе и Эмили, которые на курорте подружились с дикими тусовщиками Роном и Кайлой. Обычно уравновешенная пара позволяет себе неделю безудержного веселья со своими новыми друзьями. Однако нужно возвращаться в реальную, размеренную жизнь, но не тут-то было. Спустя несколько месяцев Маркус и Эмили приходят в ужас, когда Рон и Кайла появляются на их свадьбе, создавая хаос и доказывая, что то, что происходит в отпуске, не обязательно остается в отпуске. Почему соль не имеет соленого вкуса? А потому что это кокаин. Что? Ну, мы прихватили его из дома. Вдруг вы когда-нибудь захотите это попробовать? Это просто зиплок в полной бутылке Это шампуня. намного удобнее, чем когда он был у меня в заднице. Поставь бутылку себе на голову. Детка, он несерьезно. Мы выпили...
Зачет. На этот раз ты попал в бутылку? Какого? Блин, хрена! Весьма увлекательный, несколько безбашенный хоррор от классика этого жанра Джеймса Вана «Злое». Больше всего на свете Мэдисон хочет ребенка и ради этого, будучи беременной, готова терпеть нападки жестокого мужа. Однажды ночью, после очередной его вспышки агрессии, в дом супругов пробирается некая сущность, убивает мужа и нападает на Мэдисон. Потеряв ребенка, женщина возвращается домой и пытается жить дальше, но вскоре ее начинают преследовать жуткие видения убийств, которые, как вскоре выясняется, происходят на самом деле. Кто ты, Гэбриэл? Неоднозначная, сложная криминальная драма с медленным, неспешным повествованием. Холодный расчет. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Мужчина пытается оставить позади все то, что произошло во время его службы в тюрьме на Ближнем Востоке, после которой он впал в депрессию от всего того, что он там увидел и делал. Но все меняется, когда герой встречает человека, который мечтает отомстить его бывшему командиру и так получает шанс искупить свои грехи. Знаешь, что такое тилт? Потеря контроля. Любой может сорваться. И ты тоже. Игроков страннее тебя я не встречала. Не то слово. Ремейк одноименной датской картины, разговорный камерный триллер «Виновный». В центре сюжета отставной полицейский Джо Бейлор, которого перевели на работу диспетчером службы спасения. По нему как раз ведется расследование в деле о превышении полномочий, поэтому десятки звонков и человеческие страдания мало волнуют героя. Однажды ему звонит похищенная женщина, у которой дома осталась маленькая дочь. Бейлор пытается помочь жертве, делая все, что в его силах, но каждая минута уменьшает шансы на спасение. Вы пристегнуты? Нет, А Генри? Дай сюда. нет. Пристегнитесь. Хорошо. Резко потяните на себя ручник. Сейчас. Давайте. Неспешная детективная драма в лучших традициях британского кинематографа «Исчезнувший». По сюжету, во время очередной командировки Эдмонд узнает, что в детском лагере пропал его 7-летний сын. Версий у следствия много, но зацепок совсем нет. Разумеется, бросив все дела, мужчина возвращается домой, чтобы лично участвовать в расследовании. Однако вскоре начинают происходить странные вещи. Детектива, ведущего расследование, отстраняют, а дело закрывают. Эдмонд понимает, что со своей бедой он остался один на один. В 2 часа мне позвонил один человек, очень высокий чин из спецслужбы. Мне приказано оставить это расследование. Дальше вы сами, мистер Мюррей. Пожалуй, одна из моих любимых картин в сегодняшнем топе – достойный, неспешный мистический триллер с весьма качественным саспенсом «Отзвуки». По сюжету молодая супружеская пара Натали и Кевин переживают не лучшие времена в отношениях и, дабы сменить обстановку, переезжают в новый дом. Они знают, что недавно здесь произошло убийство, но не придают этому особого значения. Со временем в доме начинают происходить непонятные и жуткие события, а пара осознает, что вместе с домом они приобрели и нечто зловещее. Полнометражный сиквел южнокорейского мистического сериала «Метод», на сей раз с подзаголовком «Добыча мертвеца», повествует о все той же шаманке и журналистке по имени Лим. После событий сериала она берется за новое дело, происходит серия загадочных убийств, и в ходе расследования выясняется, что потенциальный преступник, восставший из мертвых труп, который может ходить и говорить, ожившими мертвецами явно кто-то манипулирует. Героине предстоит выяснить, кто и с какой целью ими управляет, и одолеть зло. Последние несколько лет для Mortal Kombat в плане экранизаций оказались весьма успешными. И вот встречайте сиквел недавнего анимационного фильма «Месть Скорпиона». На сей раз легенды смертельной битвы – Битва королевств.
Согласно сюжету, постоянные набеги варваров из мира Шао Кана на землю вконец выбешивают лорда Рейдена, и он решает раз и навсегда покончить с этим. Он предлагает провести решающий и заключительный турнир Mortal Kombat за будущее Земли. Окончательная победа или полное поражение. Ты следующий. Иди сюда! Надери ему задницу! Добей его. Фаталити. Основанная на реальных событиях, душевная, жизнеутверждающая драма «Чудо в океане». Фильм расскажет реальную историю, произошедшую в Мексике в 2014 году. После урагана Адилия детский приют для мальчиков оказывается на грани выживания из-за больших долгов. Чтобы свести концы с концами, попечитель приюта и его ребята объединяются в команду с угрюмым капитаном и принимают участие в рыболовных соревнованиях с крупным призовым фондом. Более 125 профессиональных команд. Выиграть им поможет разве что чудо. У нас и не было шанса, но попытаться стоит. Продолжаем, и на очереди сиквел знаменитой хоррор-франшизы Candyman. Фильм является прямым, хоть и запоздалым продолжением серии хорроров 90-х годов и четвертым по счету. Согласно сюжету, дух таинственного убийцы возвращается в Чикаго, где и началась его невероятная и кошмарная история. Пока Кэндимен находится за гранью реальности, он не может навредить. Но если встать перед зеркалом и 5 раз подряд произнести его имя, он перейдет эту зыбкую черту. И тогда никому не удастся спастись. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!